Для всех тех, кто ухаживает за своими близкими, кто вынужден готовить для них специализированную пищу или пытаться подобрать способы, как накормить своего близкого при наличии еды, но при отсутствии у него желания, Лилия Майорова, эксперт фонда, расскажет, как в каждом конкретном случае можно найти варианты, как организовать помощь, как сделать ее более вкусной, как помочь вашим близким вернуть вкус жизни через вкус еды. И мы хотим, чтобы наши советы были максимально практические, потому что мы не встречали, наверное, ни одну семью, которая бы ухаживала долгие годы, у кого был бы избыток ресурсов, или они думали бы, а что бы еще такое сделать. Почти всегда это такое общее выживание, но хочется, чтобы в этом выживании были якорьки радости. И такой радостью может быть красиво, вкусно, сервированная еда, без всяких изысков, но хоть с чем-то новым, из любимой тарелки, из сервиза, который давно не появлялся. Каждый раз это небольшие вещи, но которые могут дать радость вашему близкому и немножко силы, ресурсов вернуть вам. О них сейчас будем говорить. Причин того, что человек отказался от приема пищи, их может быть достаточно много. И они весьма могут быть разнообразны. Здесь может быть в том числе какое-то физическое ограничение, которое есть у человека. Например, постинсультное, когда ему тяжело донести ложку до рта. Здесь, наверное, я бы посоветовала рассмотреть все-таки адаптивную посуду. Если у человека еще сохранился какой-то ресурс есть движение руки, то, возможно, здесь очень даже будет, кстати, ложка с изогнутой ручкой. Или если у человека тремор, ему будет предложена ложка с утяжелителем. Тем самым он сможет доносить ложку до рта, потому что она не будет в движениях пища расплескиваться. То есть здесь нужно будет еще рассмотреть различные способы для того, чтобы человек мог принимать пищу. Это еще может быть тарелка, которая с загнутым краем вверх, когда человеку будет легко зачерпывать в ложку жидкость. Потом про коврики, тоже важный момент. Силиконовый коврик под тарелку, чтобы она не скользила. Что мы порой с чем сталкиваемся? Когда человек тарелку гоняет по столу. От этого он испытывает неловкость, потому что раньше, в свое время, он спокойно мог есть, его ничто не останавливало во всех этих действиях. А сейчас в силу того, что ему тяжело это выполнять, в том числе он может отказываться от еды, потому что он чувствует какую-то неловкость. Поэтому нужно понимать, что каждому из этих ситуаций, а могут быть еще и другие какие-то вариации, мы должны понимать, и каждой из этих ситуаций мы должны будем подобрать какой-то вариант, который сможет убедить человека принимать пищу. Такой формат, мы очень надеемся, что будет больше, это дневные центры для пожилых людей с деменцией, с когнитивными нарушениями. В этих дневных центрах мы всегда настаиваем, чтобы было горячее питание хотя бы один раз в день. Знаете, что мы слышим от пожилых людей, которые из дома приезжают на день позаниматься в дневном центре, возвращаются после обеда домой, что они как будто в ресторан попали, что такой вкусной еды, такого невероятного супа они не ели, не могли себе представить, что так бывает. Почему? Потому что эти люди проводят дни в одиночестве. Человек в одиночестве не будет есть, он не чувствует вкуса еды, он не видит, в принципе, необходимости как-то правильно, вкусно есть и получать от этого радость. Если мы перестаем получать радость от еды, неудивительно, что человек перестает есть в принципе или начинает питаться очень странным образом. Еда – это не только удовлетворить потребность в калориях, это наша возможность быть вместе. Поэтому так важны семейные ужины с нашими пожилыми близкими, с бабушками, дедушками, с пожилыми родителями. И поэтому всем нам желаю толерантности, когда на столе будет 99 блюд, которые вы все не любите или давно перестали есть. Если пожилому человеку важно, чтобы вы были рядом, и чтобы он для вас накрыл стол, пожалуйста, будьте желанным гостем, хотя бы немножко попробуйте каждое блюдо. Вспоминаю из наших давних еще волонтерских поездок, когда мы приезжали к пожилым людям, которые жили в общежитии или которые жили в доме престарелых и не могли нормально готовить. Они, во-первых, страшно страдали, потому что они не могут накрыть стол, а во-вторых, они умудрялись все равно варить суп хоть в чайнике, чтобы нас угостить, печь блины хоть на комфорке общей плите на весь интернат, потому что людям важно угощать, важно быть гостеприимными, поэтому здорово, если вы можете разделить трапезу со своими близкими, и за ней они точно что-то, но будут есть. Но понятно, что не во всех случаях, и это не единственный вариант, когда мы сможем человека убедить, что да, действительно нужно поесть. Иногда человеку, например, с деменцией, его нужно уговаривать. Вот мы сейчас с тобой съедим суп и пойдем на прогулку. У человека появляется какое-то желание, что да, действительно, сейчас мы поедим, а гулять я давно собирался, никак не получалось. Тоже как вариант очень и очень работает. Еще может быть варианты подкупа, когда мы говорим, что вот сейчас ты поедишь суп, и вот у нас варенье, как раз я вчера купила, то, которое ты любишь. Что человек? Человек с большим удовольствием ест суп, при этом, он понимает, что после супа будем пить чай с любимым вареньем. Но могут быть и другие ситуации, когда нам не получится убедить, уговорить, подкупить человека. Может быть такая ситуация, когда придется сказать: так, садись и ешь. И человек слушает. Ему важно, чтобы с ним убедительно, точно рассказали о том, что да, будем есть. И он придерживается этого. Поэтому сказать, что есть единый вариант, вот вы украсите красиво тарелку, и человек съест. Мы так не можем с вами. Мы всегда должны будем искать разные подходы, разные вариации. И мы с вами знаем, что каждый человек, он индивидуален. Кому-то это будет удобно, и кто
кто-то скажет, да, у меня так получилось, а кому-то надо рассмотреть другой вариант. Что в этих случаях можно предпринять? Очень часто и очень неплохо, скажем так, работает, когда можно еду уже порционно разложить в контейнеры. Можно также даже украсить, да, как-то вот красиво, и накрыть крышечкой. При этом варианты могут быть разные. Когда просто рассказали человеку, близкому, да, пожилому человеку о том, что в красном это будет суп, в фиолетовом это у нас второе блюдо, а вот в зелененьком там у нас десерт. И человек совершенно точно уже пожилой наш понимает, что ага, открыл холодильник и он ориентируется. Можно другой вариант прибегнуть. Когда подписать контейнеры. Завтрак, обед, ужин, полдник, да, где мы нарезали красиво, так как любит наш пожилой человек, не знаю, яблоко дольками, где мы там почистили апельсин, на дольки разделили, да, чтобы человеку было удобно перекусить. Некоторые даже, я видела, часто пишут просто перекус. И когда пожилой наш родственник открывает холодильник, у него вот это вот ярко, украшено, подписано все, и он совершенно точно, его взгляд даже сразу, знаете, он привлекает внимание вот эти вот яркие контейнеры. И тогда уж он точно безошибочно не забудет о том, что нужно поесть. Вам будет гораздо проще, когда вы придете, уже увидеть, да, в контейнере съеденная еда или она осталась, какую порцию съел. И смотрите, что еще важно, ведь человеку порой, когда он открывает и видит большую порцию, его это иногда может даже пугать. Поэтому можно порции чуть-чуть меньше делать. И когда он откроет, он увидит, да, порция небольшая, я вполне справлюсь, осилю, съем, да. И человек будет с удовольствием принимать пищу и не забывать о том, что, да, там в холодильнике можно открыть. С вашей стороны, к чему еще можно прибегнуть? Можно сделать контрольный звонок, если у вас, конечно, есть такая возможность. Не у всех такая возможность есть. Тем не менее, если есть такая возможность, можно напомнить, что загляни в холодильник, там я для тебя оставила красивые контейнеры. И пожилой человек открывает, да, действительно, он радуется, потому что, во-первых, это ярко, во-вторых, это привлекает внимание и желание открыть, посмотреть, а что же все-таки там сегодня мне оставили, да? То есть таким образом мы тоже можем, пусть даже дистанционно, да, но понимать, что наш пожилой человек действительно принял ту пищу, которая для него была приготовлена. Еще также можем столкнуться с чем? Мы понимаем, что человек смог вынуть контейнер, да, он открыл его. Но так как микроволновая печь находится не рядом, где-то возле холодильника, в поле зрения человека, когда он открывает, то ему сложно сориентироваться, что нужно развернуться, и вот там где-то микроволновая печь. Он начинает что? Открывает контейнер, садится за стол и спокойно начинает есть суп. Если мы переставим микроволновку удобно, так, чтобы в поле зрения человека была, когда он достает контейнер, да, тут же расположена недалеко микроволновая печь, в которой он разогрел, и, соответственно, у него есть возможность вынуть ее, сесть за стол и поесть горячую пищу, то это, конечно же, значительно бы облегчило и вам, да, ваше спокойствие будет, что да, человек не просто поел, наш пожилой, да, но он поел горячую пищу так, как это положено. Есть люди, которые действительно экономят на всем, потому что привыкли экономить. Здесь только кормить, только приносить готовую еду, только поддерживать для близких. Есть люди, которые живут на минимальный доход, самую скудную пенсию, в которой они пытаются уместить и лекарства, очень часто и помощь кому-то из своих близких, кто оказался в беде, потому что наши пожилые люди часто тянут и других членов семьи, не всегда мы приходим с помощью, часто пожилые близкие пытаются помогать своим близким, попавшим в беду или болеющим. В этой ситуации действительно пожилой человек должен выбирать гречку или рис, макароны или манная крупа для того, чтобы растянуть смешную сумму денег на рацион. Конечно, там не будет ни фруктов, ни овощей. Вспоминаем пожилых людей, кому мы помогаем с продуктовыми наборами. А женщина пожилая, которая работала до этого в музыкальном училище, кажется, оказалась в доме, где нужен ремонт, где постоянно нужно что-то делать, чтобы он не развалился. Я вспоминаю ее фразу «Я забыла вкус фруктов», сказала она. И это очень сильно, потому что то, что для нас с вами кажется нормой, далеко не норма для людей, кому некому помочь. Пожилые люди, кому помогает наш фонд, и это наши с вами соседи в многоэтажках, которые из-за когнитивных нарушений, из-за деменции просто перестают есть или перестают есть нормально. Посидите с ними за чашкой чая, напроситесь в гости, угостите их домашним пирогом. Это будет для них огромная радость и возможность чуть по-другому взглянуть на процесс еды, который теряет для них интерес. Человек в одиночестве перестает себе готовить. Поэтому, кроме проблемы нехватки денег, еще может быть проблема, зачем мне себе суп варить. И наши с вами соседи в многоэтажках могут не есть горячую пищу многие-многие месяцы. Поэтому очень здорово, когда мы слышим, что есть добрососедские отношения, хотя бы в виде «я испекла блинов», я поделилась со своей соседкой. Я сварила суп, отнесла банку, поставила в холодильник моей соседке этажом ниже, знаю, что она живет одна, дети живут далеко, сама она себе суп не сварит. Поверьте, одиночество – это веская причина для того, чтобы махнуть рукой на свое здоровье, на свое питание. Зачем мне готовить, если я одна? Здесь же мы должны учитывать режим человека. Почему порой вот считается так, что вот человек должен проснуться, я не знаю, в 7:15, допустим, он просыпается, выполнены гигиенические процедуры и сразу нужно есть. Нет, с возрастом у человека все-таки меняется его режим. Он может вставать намного раньше, например, в 5 утра. Или наоборот, он может просыпаться в 10 часов. И мы должны подстроиться под человека.
Мы должны дать человеку возможность проснуться, выполнить какие-то гигиенические процедуры, как он привык. Здесь же мы должны понять, что если человек принимает лекарства, допустим, до приема пищи, да, принять спокойно лекарство, а потом предложить ему еду. В тот момент, когда мы будем предлагать еду, хорошо бы спросить, дать человеку выбор. Ты что сегодня будешь есть? Картошку или там какой-то другой вариант, да, предложить? У человека будет право выбора. Тем самым он себя ощущает тоже, что он в действии, он принимает какие-то решения. Например, ты будешь котлету или ты будешь рыбу. Другой вариант. Тебе яблоко натереть на терочке или порезать дольками. И у человека есть выбор. Он опять же говорит, да, как он будет есть, тем самым он ощущает себя значимым, потому что он делает выбор во время приема пищи. То есть вот таким вот образом у нас появляется с вами возможность человеку, во-первых, давать право выбора, во-вторых, предусмотреть те особенности, которые есть у человека. Да? Кто-то любит там, я не знаю, например, блендированная пища нужна в силу того, что у человека отсутствуют, не знаю, зубы, да, зубными протезами сложно пережевывать жесткую пищу. То есть это тоже можно будет принимать во внимание. Нам кажется, что у нашего близкого есть ресурсы купить себе хорошие продукты, но почему-то этого не происходит. Надо очень четко понимать, что чем сложнее ситуация, чем хуже себя чувствует пожилой человек, тем больше он будет экономить на самых базовых нуждах. Не надо думать, что человек решит, что да, мне полезно есть рыбу, буду ее покупать. Нет. Человек будет экономить до последнего и делать свой рацион все более и более скудным, настолько, насколько это возможно, чтобы он просто выживал. Вы спросите, зачем пожилые люди копят деньги? Причины могут быть очень разные. Для многих, в принципе, не свойственно разрешать себе чуть больше, чем базовый минимум для выживания. Кто-то копит деньги, чтобы отдать их потом близким или часто далеким. У многих пожилых есть, знаете, такое накопление на смерть, чтобы похоронили хорошо. Очень хочется, чтобы на жизнь у людей тоже была возможность жить сейчас, а не откладывать на черный день. К сожалению, забота о рационе наших близких – это наша забота. Не надо думать, что моя бабушка, вот она такая опытная, она сама прекрасно организует свой быт. Да, она воспитывала вас, она делала все, чтобы помочь родителям вашим, но сейчас ваша ответственность сделать так, чтобы она питалась полноценно и приходить, и приносить. В каких-то ситуациях это будет уже готовая еда, которая постоянно должна обновляться. Где-то будет в радость пожилому человеку приготовить что-то из продуктов, которые он сам себе не может позволить. Очень радостно, когда это совместная готовка чего-то, что будет полезным для пожилого человека и уместным для вас. Ищите форматы, чтобы еда не превращалась в муку, а давала удовольствие, которое она должна давать. Мы понимаем ведь, что бывают такие ситуации, когда действительно люди, которые осуществляют уход за своими близкими, они вынуждены уходить на работу. И в этих случаях, конечно, понимаем, что возникают сложности с тем, чтобы сдвинуть, да, чуть позже предложить там завтрак, допустим, не в 10 утра, когда проснулся человек и отказался есть, да, например, предложить второй завтрак чуть позже. Нет такой возможности. Или обед, допустим, в обед не захотел есть, перенесли на полдник. Не всегда, к сожалению, у родственников тоже есть такая ситуация. В этих случаях что можно сделать? Например, мы всегда понимаем и знаем, что должна быть красиво поданная еда. То есть это не должна быть тарелка одного цвета, которая будет сливаться с пищей. Это выглядит неэстетично и не очень как бы вызывает аппетит у человека. Мы понимаем, что нужно это сделать как-то более красочно, да, например, тарелочку взять, да, более яркую, там, с каемочкой голубой, в нее положить еду. Также положить, там, я не знаю, помидорки, да, для того, чтобы цвет, опять же, придать. Здесь же можно украсить зеленью, огурчик можно, да, нарезать вокруг, положить. Здесь же, вот смотрите, например, сыр. Обычно всегда подавали квадратиками. Можно нарезать брусочками. То есть нарезали по-другому, у человека восприятие уже немного другое. Глядя на вот эту вот тарелку с едой, у человека будет появляться аппетит. Dорогие наши, если вы оказались в беде и понимаете, что у вас нет сил продолжать, вы не знаете, как справляться с ситуацией, пожалуйста, пишите нам на почту на нашем сайте, она указана, на телефон горячей линии, на нашем сайте старикам.орг есть вся информация, мы очень хотим помочь. И наш фонд ключевое, чем занимается, помогает людям, оказавшимся без поддержки, тем, кому нужна помощь. Это люди одинокие, это люди в семьях, но это те, кто не смогут справиться без поддержки. Вся наша помощь набирается из сотен тысяч пожертвований в 200, 300, 500, 700 рублей. Поэтому, если вы почувствуете, что вы хотите помочь другим, приходите к нам на сайт, заходите в раздел «Помочь», выбирайте любой удобный вид помощи. Еще один момент, когда мы человека кормим, например, из ложки, да, конечно, хорошо создать, знаете, такую благоприятную атмосферу. Выключили телевизор на это время, выделили какое-то определенное время, да, для того, чтобы спокойно покормить человека, не торопя его. Что еще? Когда человек отвернулся, например, смотрит в окошко, не стоит его отвлекать, пусть он спокойно в этой атмосфере, в благоприятной для него, спокойно ест, да, поэтому запаситесь временем, отложите там для себя 40-50 минут, чтобы спокойно человека можно было покормить не торопя. Почему? Потому что вот это вот прием пищи, это своего рода, знаете, такой вот становится ритуал, когда человек спокойно может побеседовать, да, в теплой атмосфере, когда вы разговариваете о цветах на подоконнике, когда вы рассказываете о чем-то приятном, потому что для него это не будет какой-то обязанностью, для
Для него это не будет каким-то вот, знаете, принуждением, что он обязан что-то сделать. А еда будет как раз в пользу, да, и он будет с большим удовольствием слушать какие-то новости. С какими проблемами еще сталкиваемся? Еще может быть ситуация, когда происходит давление на человека. В каком плане? Ошибка номер один, и она самая частая и очень даже опасная. Что мы порой бывает говорят человеку? Пока не съешь, не выйдешь. Или еще, я старалась, варила, а ты не ценишь. Давай бери, ешь. Ешь, я тебе сказала, да? И что у человека случается? У него срабатывает, знаете, такой рефлекс. Если меня заставляют, значит, наверное, это может быть опасно. И человеку становится страшно принимать пищу. Поэтому вот в таком вот приказательном тоне и в том плане, что я для тебя готовила, а ты не хочешь, ну, наверное, стоит избегать эти фразы. Тем самым у человека все-таки вызывает чувство опасности, что что-то может произойти. Почему меня так ругают, почему меня заставляют? То есть через силу, ну, в том числе, просто пища не усваивается у человека. Поэтому на фоне этого что могут быть? И тяжесть в желудке, это может быть в том числе какие-то запоры, изжогу может вызывать. То есть вы хотите накормить на самом деле, и очень вас понимаем, но порой это просто может навредить человеку. Не стоит переживать в случае, если пропустили один из приемов пищи. Это не катастрофа. Если он не позавтракал, значит человек, ну, нет аппетита, значит он обязательно пообедает. Голодный человек, он все равно рано или поздно захочет есть. А сытый человек, если его через силу кормить, он просто может возненавидеть еду навсегда. И такое тоже бывает.